Китайцы нашли законный способ обойти повышенный утилизбор в России. Они перепрошивают двигатели на заводе. С этого года в России значительно вырос и будет еще расти размер утилизационного сбора на автомобили с мощными двигателями, что вынудило китайцев искать обходные пути. Как оказалось, многие компании, импортирующие китайские автомобили, нашли законный способ обойти повышенные платежи. Они возят машины с искусственно пониженной мощностью двигателей, а уже после растаможки восстанавливают исходные параметры прошивкой. А вот все эти новости про планы строительства заводов по производству китайских машин в России – это лишь пыль в глаза для успокоения властей. Как работает схема? Например, седан Chery Ariza 8, который в Китае оснащается двигателем мощностью 186 лошадиных сил, в Россию официально завозится версия на 150 лошадиных сил. Именно до этой отметки его программно урезают перед поставкой. После прохождения всех таможенных процедур и регистрации, мотору возвращают исходные характеристики с помощью перепрошивки электронного блока управления. Таким образом, китайцы экономят сотни тысяч рублей на утильсборе, размер которого напрямую зависит от мощности двигателя. Формально нарушения закона нет. В документах указаны реальные данные, подтвержденные сертификацией. Изменения после ввоза происходят уже по инициативе владельца. Chery, Geely, JAC и Changan в числе активных пользователей этой схемы. И вообще, это давно работающая мировая практика обхода таких ограничений. По данным отраслевых источников, данную схему уже применяют и при импорте других популярных китайских моделей: Geely Manjaro, JAC GS6, Changan UNI-K и ряда кроссоверов Haval. Мощность срезают до 149-150 лошадиных сил, чтобы избежать повышенных ставок утильсбора. А после продажи на дилерских сервисах за дополнительную плату возвращают реальные настройки. Процедура занимает 20-30 минут и не требует физического вмешательства в двигатель. Автоэксперты отмечают, что подобная практика хоть и не нарушает закон, но формально может повлечь вопросы у ГИБДД и страховщиков, если мощность двигателя не соответствует данным в ПТС. Кроме того, использование чип-тюнинга без заводской поддержки способна повлиять на гарантию автомобиля и расход топлива. Однако, по словам самих владельцев, выгода от экономии при покупке зачастую перекрывает все потенциальные риски. Так рынок адаптируется к налоговому давлению. С конца 2024 года утилизбор для автомобилей мощностью свыше 200 лошадиных сил вырос более чем на 80%. А для машин от 150 лошадиных сил примерно на треть. Это ударило по сегменту китайских автомобилей, которые активно вытесняют европейские, японские и отечественные марки на российском рынке. Теперь китайцы ищут любые легальные лазейки, чтобы сохранить привлекательные цены и не потерять клиентов. АвтоВАЗу придется снижать цены на Весту, Ауру, Искру и Ларгус, или готовить новый закон с запретом перепрошивки, но и это не поможет. И пока производители заняты обходом утилизбора и играют с прошивками, для водителей мало что меняется, только цены растут. Вот смотришь на новые китайские или отечественные машины, и вроде все красиво. Свежая модель, новый дизайн, обещают современные технологии. А потом садишься внутрь и понимаешь, что половину реально полезных вещей тебе все равно придется ставить самому. Особенно если речь идет про новую Ладу Искру или Весту. Все как обычно, базу сделали, остальное установишь сам. Вот я, например, взял себе регистратор нашего отечественного бренда Trendvision MR4K. На вид обычное зеркало заднего вида, но на деле решает сразу кучу мелких, но важных задач. Во-первых, снимает в настоящем 4К. И не просто для галочки, а реально четко. Ночью видно даже номера на встречке. Плюс задняя камера Full HD. Широкий угол, всегда видишь, что происходит вокруг. На дороге спокойнее. Во дворе на парковке куда безопаснее, так как парковочный режим вокруг всей машины снимает всю ночь и по датчику удара фиксирует. Если кто-то заденет, все запишется. Во-вторых, голосовое управление и GPS-информер о радарах и камерах.
Базы куда точнее, чем в том же Яндекс.Навигаторе. Еще и обновляются каждые 2 недели. А голосовое управление позволяет не отвлекаться во время езды совсем. Ну и удобно в плане настройки, обновления, скачивания видео. Все через приложение. Если что-то случилось, можно сразу скинуть видео на телефон без флешек и проводов. Короче, поставил и забыл, но при этом уверен, что все под контролем. В этом главное отличие от дешевых регистраторов за 8000 рублей. По опыту знаю, что когда что-то случается, они абсолютно не помогают. Поэтому переплата за качество съемки и удобство окупаются при малейшем ДТП, даже на той же парковке. И вот этого всего, кстати, часто не хватает даже новым машинам. Простых продуманных вещей, которые реально помогают, а не просто висят для вида. Название модели оставлю в описании, если кому интересно тоже такое себе или в подарок рассмотреть. Получается, утиль-сбор не сработает и государство не получит выгоду от повышения налога. Скорее всего, теперь возобновится оптимизация таможенных платежей через растаможку в соседних государствах. А для тех, кто не в теме, напомню. В одном из соседних государств можно жестко занизить стоимость автомобиля. То есть, например, вы купили автомобиль за 150 тысяч евро, а таможни заявили, что он стоит только 15 тысяч евро. И 48% стоимости заплатили с 15 тысяч евро, а не со 150. А во втором из соседних государств так жестко занизить стоимость автомобиля нельзя, но зато можно растаможить машину по льготной ставке, то есть заплатив только половину. И в итоге получается, что если мы везем новую машину, но таможим ее в соседнем государстве и платим в России полный коммерческий утилизационный сбор, то ее цена получится примерно такая же, как она вот сейчас до введения утиля. Так что подозреваю, что скоро количество автомобилей с белорусскими и киргизскими номерами на наших дорогах увеличится. Как я уже сказал, все эти повышения утиль-сбора не сработают. Они не заставят людей покупать то, спрос к чему и хотят подстегнуть вот этими самыми бумажками. А это значит, что с той же самой легкостью, с которой вот сейчас 1 декабря полностью переформатируют весь российский рынок, вот с такой же самой легкостью его можно будет переформатировать еще раз. И скажем, вместо 160 сил сделать 60 сил. И легальные лазейки все равно будут, и мы оповестим вас о них. Новый утиль еще не принят, а белорусские автокомпании уже начали к нему готовиться. У кроссовера BLG в России появились полноприводные версии среднеразмерного кроссовера X70. А главное их отличие не в вертикальных ламелях решетки радиатора, а в мощности двигателя. Теперь она составляет не 177 лошадиных сил, а 150. Даже странно, почему не 159. Напишите в комментариях, если хотите и дальше узнавать про новые способы обхода утиль-сбора. Ну и в конце шутка. Лучше подожду, пока кончится распродажа, потом куплю дешевле. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.